7 исторических героев. Какими они были бы в наши дни? Дизайнер Бека Саладин – большая поклонница истории. С помощью фотошопа она воссоздает внешность знаменитых людей из прошлого. Для создания образа дизайнер брала сразу несколько достоверно подтвержденных бюстов и изображений персонажа. Дальше отрисовывала и добавляла современные черты – прическу, макияж, одежду. Юлий Цезарь. Во взгляде современного Цезаря спустя тысячи лет все так же видна властность. С таким человеком спорить трудно, хотя лично мне он больше напоминает какого-то модного технологического миллиардера. Екатерина Арагонская. Этот портрет Екатерины Арагонской, дочери Фердинанда, основателя Испании как государства. Внешне, как видите, Екатерина совсем не похожа на тех, кого мы считаем типичными испанками. Ее волосы были золотистого цвета. Калигула. Калигула был младшим сыном знаменитого полководца Германика. Пока старшие братья уничтожали друг друга в борьбе за власть, Калигула вырос и взошел на трон. Но властью воспользовался не слишком разумно. Казну тратил на странные пафосные представления и развлечения. Запомнился современникам как жестокий и сладострастный тиран-безумец. В итоге в ходе дворцового переворота Калигулу свергли спустя менее чем 4 года правления. Наполеон. Типичный чиновник средней руки. С амбициями и стремлением загрести в эти руки побольше. Прям как бравый капрал Наполеон, который спустя годы будет держать в страхе полмира. Октавиан Август. Октавиан Август – основатель Римской империи. Во время рождения Иисуса Христа Римом правил именно он, хотя ушел из жизни, когда Христу исполнилось 14 лет. По мне, так уж очень напоминает Элайджа Вуда, актера, сыгравшего Фродо во «Властелине колец». Октавиан максимально снизил роль Сената и зародил культ императора. Очень умный правитель, покровитель искусств. Клеопатра. Довольно неожиданный получился образ, который несколько отличается от современного культурного. Видимо, в кино стараются делать ставку на сексуальность и темперамент, а тут вполне себе скромная девушка. Нефертити. Ну и напоследок другая египетская красавица – Нефертити. Девушка родилась в 1370 году до нашей эры, в период расцвета Древнего Египта. Но сама Нефертити – приезжая принцесса. Ее внешность считалась эталоном женской красоты, но девушка была еще и очень разумной. Она помогала своему мужу в его начинаниях, а ее муж – Эхнатон – прогрессивный правитель своего времени. Он создал, по сути, первую в мире монотеистическую религию, когда верят в единого Бога. К таким религиям относят в частности христианство и ислам. В какой-то момент Нефертити таинственно исчезла из истории. Но многие ученые полагают, что Нефертити потом правила под видом женщины-фараона Нефер-Нефруатона.